Всем привет, с вами Бетру, пока молодой и Шейд, и сегодня у нас фан-рубрика, она называется Best Teammate Challenge. Суть рубрики в чем? Мы проверяем знания друг друга, то есть насколько хорошо вы знаете друг друга. Вот. Побеждает тот, кто даст больше правильных ответов. Прежде чем мы начнем игру, я убедительно прошу вас подписаться на наш канал и поставить колокольчик, и тогда вы ничего не пропустите. Ну что, начинаем. Задайте вопрос. Любимая книга Вадима. Давай так, начнем с того, любит ли он читать. Может быть, ты слышал, что он что-то читал? Нет, вообще не слышал. Ну, давай предположим, ее может и нет, любимой книги. А может, детская. Легкий, совсем. Давай, насчет уже показываем. У меня нет Гарри Поттера. Ты читал Гарри Поттер? Нет, почему-то. Не знаю просто. Просто наугад. Наверное, потому что все любят Гарри Поттера, и это, возможно, то, что так приходит сразу. Ну но- да. Ну что-то я думал, ты додумаешься. Я даже в интервью сказал, что я не читаю. Значит, вопрос к тебе. Какую еду ненавидит Дима? Даже не знаешь, какую ненавидишь. Смотри, самое изи, какие-нибудь маслины, оливки, вот то, что все не любят. Забудь про маслины и оливки. Я посмотрела ответ, это не то. Ты овощи все любишь? Ну, овощи, да. Все? Да. Да ё-моё. Ну, хотя подсказку какую-нибудь. Подсказку. Это Это... не что-то конкретное, это в целом Да. направление продуктов, скажем так. Все? Давай. Зелень. Рыбу. Фу, это было изумрудное. У вас по 0 баллов. Да. Пока за первый раунд. Всего 6 раундов. Любимая игра на свежем воздухе. Это тоже изи. Это сразу можно вспоминать школу, бадминтон, плавание. Давайте. Ты угадал? Готов? Да. Угадал. Ой-ой-ой-ой. Не, ну тут... Тут было легковато, да? У меня еще в инстаграме просто фотка, как я в футбол играю. Ну, понятное дело. Ну, это легко вообще. Значит, 1 балл зарабатывает. Ну, Да? Ты пока отстающий, но у тебя есть шанс сейчас догнать. Чего Дима боится больше всего? Ну, Это тоже вот Именно в игре или как? Не, в жизни. В жизни? Смотри, ну тут это легко. очень легко. Ну смотри, чего люди обычно боятся? Фобии какие-то. Вот что первое тут было? Ну, замкнутое пространство. Типа того. Ну вот, самое распространенное. Боязнь насекомых, ну там пауков, например, боязнь высоты, боязнь закрытого-открытого пространства, боязнь клоунов. Ну, из распространенных. Я не читала, я даже не смотрела, что там написано. Боязнь. Есть такое. Вот Я есть- знаю, что ты боишься или нет? Вряд ли. Ну, как это... Ну, это легко, на самом деле. Я тебе перечислила самые основные фобии. Там есть такая? Не знаю. Спичься. Не знаю. Может быть, может, да. Раз, два, три. Ну, это чисто наугад. Высоту. Закрытое пространство и высоты. Ну, как может дотер бояться закрытого... Ой, дотер. You're fired. Я прошу прощения, Фабгер. Как он может бояться закрытого пространства? Он А же- высоты как? Он же летит на самолете? Вначале. Ну, ты же виртуально Так, летишь, это да. вообще не страшно, на самом деле. Не Да, знаю. но было очевидно. Вот высоты, наверное, все боятся. Вот- Я не боюсь. А ты был когда-нибудь на высоте без страховки? Ну, высоковато бывал. Где был раз? Что-то Где? переходилось. А где ты был? В Анапе. В Анапе и что там было? Банджи? Ну, гора? Колесо это. Кольцо Да, обозрения? да. И, ну, реально страшно. Да. Так, Шейд, к тебе вопрос теперь. Мгм. Если бы твой тиммейт был врачом, то каким? Это Ну, это пипец. Это даже Вадим не знает ответа на этот вопрос, но давай вот тут в чем смысл? Тебе надо ментально настроиться на его волну и подумать, вот что бы ему пришло на ум, чтобы он написал. Давайте. А почему ветеринар? Да, я не знаю, просто. Ветеринар и стоматолог. Ну, это сложный тоже вопрос. Да. Сложный, А но по игре есть что-то? по игре По не игре знаю. изи будет. Давай, если Не, что, ну, по игре это понятно. я придумаю, если что, вопрос по игре. Мгм.
Значит, вопрос к тебе теперь. Какова была твоя первая мысль о твоем тиммейте, когда вы познакомились? То есть, какова была его мысль о тебе, когда вы познакомились? Что он о тебе подумал, когда вы познакомились? Обычно самое очевидное, правильное. Как мы начинали играть? Просто вот как я с тобой начал играть? Расскажи историю. Я не знаю, я тебе просто написал. Ну, да. Мы начали двойки играть. Ну, Да. что я мог о тебе подумать? Если мы начали вместе играть. Ну, что я хорошо играю. Ты ему зарабатываешь второй гол сейчас? Ну, получается так. Ну, это окей. Он Хороший, крутой, лучший игрок. Он подумал, что я хорошо играю. нормально. Ну, по идее... Балл заработал. По идее, Ну, да. это с подсказкой было, С поэтому подсказкой. Полбалла. Хорошо, я тоже согласна на полбалла. Наш план простой. Мы дропаемся в... Это его слова, к примеру, если бы он сказал. Наш план простой. Мы дропаемся в... Камешки, я заполяна в школу. Почему? Ну, вот. Ну, ты иногда говоришь, Ну, что- иногда говорю, да. Так, подожди, ну... Иногда говоришь камешки. Значит, я Ну, он, заполяна. ну, он, типа, иногда говорит, ты ясная поляна. Но это сложно. Ну, в школу чаще. Было чаще. Значит, все же 0 баллов получается. Ну, хочешь, Вот ну, это- половину это отдашь? окей. Да, да, Про камешки. За камешки половину. За камешки, да. Значит, полбалла на 1,5 балла. У нас такой счет. Если бы твой тиммейт был воином, то какое бы оружие он использовал? Давайте Это тут сейчас... временные рамки зададим. То есть будем задавать современный мир. То есть вот если бы ты был воином давайте. каким, или античность какую-то. Что-нибудь старенькое. Да. Значит, берем старые времена, когда люди бегали с копьями, мечами, луками и так далее. Вот какое бы оружие выбрал Вадим? Показываем в камеру. Лук. Я хотел написать лук, но потом подумал, что угадаешь, и написал на тупо. Нет, ну подожди, ну Я фейерплей. изначально вообще хотел написать копье. Подожди, ну фейерплей. Если ты хотел лук написать. Ну, это спорно еще. Но я недавно попал. Богом чего твой тиммейт мог бы быть? Давайте так, тоже я какие-то рамки обозначу. Есть у нас римские, древнеримские боги, есть древнегреческие. Ну, по сути, это там Зевс на небесах, Аид внизу, бог вина есть, богиня красоты, бог войны, бог Папга с Зевсом. Да. Ну, тут надо, типа... Я, кстати, хотел написать. Бог папа? Да, хотел. Ну, все, полбауны. Ну, получается так. Все, изи. 1 на 1,5. Сколько пар хромосом у твоего тиммейта? Все, написал? 0 написал? Нет. Я просто почувствовал, как ты просто повел вот так вот. А я, если честно, сейчас я загуглю, потому что я подзабыла По-моему, сама. 42. Да, все, я правильно угадала. Показываю. 43? 23 пары. 40. Ну, столько нету. Да. Понял. Сколько пар хромосом? Их всего 23, то есть 46 хромосом. Умножить по 21,5. Это А? что такое 21,5? Ну, это типа... Сколько я у тебя? думал 43 сначала. 21,5? А, 40. Да, я думал 43, поэтому 21,5 написал. Я вот сама знала 23, но забыла. Но ничего. Идем дальше. Как бы Дима назвал свой катер, если бы он у него был? Алые паруса. Почему тень? Ну, тень это как бы шейд с переводом А. на русский. Тень один. Почему алые паруса? Ну, типа, не знаю, с паблика сам думал. Это место он всегда утает, ну, частично. Я не А лутаю. Ну, на пабликах. На пабликах ты забираешь, что ли? Да. Поэтому думал. Алые паруса это, ну, ресторан, получается. А, Есть и Да. Ясная Поляна, и Приморский. Ясная Поляна, Приморск, Северный, ну и все правильно. Да, все. так, у нас так и Вопросов? остается. 1 балл на 1,5 балла. Да. А вопросов? Ой, это был последний вопрос для тебя. То есть у меня последний шанс есть еще? Получается, у тебя уже нет шансов. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Ладно, давайте последний тогда. Или- Надо что-то про папку, чтобы 100%. Хорошо, давайте я еще задам Это всё равно выиграет. дополнительные вопросы про папку. По одному вопросу. Если ты правильно ответишь, а он неправильно ответит, то у тебя есть шанс Давай. победить. Давай. Да. Последний вопрос.
самое худшее качество твоего тиммейта? Это сложный такой, знаешь, вопрос компрометирующий. Ты не угадал, да? Ну, Поехали. по-любому. Поехали. Слишком быстрое принятие Сильно решений. кричит? Я сильно кричу. На меня. Я Но. тоже. Ты сильно кричишь на него? Ну, когда он Ну, когда в ошибается, тачку там, да. когда он ошибается, ну, я не кричу, просто объясняю, что да как, что лучше так не делать. Что, ну получается, Дима не отгадал? Ну ладно, пусть я ему отдаю, ладно, что он близок был сам. У него хороший ответ. Последний. Хорошо, тогда вопросы про папок мы, наверное, исключим. Они не нужны. Я поздравляю тебя, но с другой стороны, и про тебя мало Что что у нас мало знают. баллов. Да, вы как-то не особо знаете хорошо друг друга. Но это больше, знаешь, надо было вот на одной волне настроиться, читать его мысли. Его не прочитаешь. Не читается. это. Тимбилдинг. Ну, ты знаешь эти все вещи. Ребята, желаю вам побед. Спасибо, что смотрели эту рубрику. Я надеюсь, она вам понравилась. Если да, то ставьте лайк. Вы, ребята, не расстраивайтесь. Всё. Всем пока. Да.